Хорошо, вы слушаете Лазло, только на Integrity. Мы ведем прямую трансляцию с улицы Либерти-Сити. Никто больше не делает живое радио. Никто, кроме меня. Я ваш ведущий, Лазло. Ах, прошло много времени, Либерти-Сити. Слишком много для нас обоих. У меня даже во рту пересохло. Знаете, Либерти-Сити похож на женщину. Ты любишь ее, ненавидишь ее, приползаешь к ней, чтобы она подтолкнула твои мечты. Но я люблю здешних женщин. Знаете, у цыпочек Либерти-Сити ожидания завышены по сравнению с разглядяями из Вай-Сити. И они не так параноичны в отношении той дряни, которую ты подмешиваешь в их напиток. Это событие века о средствах массовой информации, потому что я возвращаю людям радио. Это радио 2.0. Вы знаете, это будущее. Вы слушаете не ушами, вы слушаете душой. У нас в планах сделать радиошоу, подкаст о радиошоу и блог о подкасте. Это медиа смешнее, как, например, одно из тех журнальных объявлений, которых есть разные этносы. Понимаете? Я залезаю под кожу города. Понимаете? Прямо в жировой слой, с теплой подушкой. Ох, чтобы успокоиться. Вы поднимаете голову и говорите: где мое достоинство? С помощью этого радиошоу я делаю разницу. И все это совместно с нашим спонсором ZIP. Потому что мы можем определить песню, которую вы ищете. Вы слушаете радио, слышите песню, звоните ZIP. 548 555 01 100. Да, правильно. Я хожу по улицам, делаю шоу. Это прямой эфир, люди. Это радио. Нельзя ли потише? Ты слишком громко разговариваешь. Эй, спокойно, дорогая. Я на радио. Кого это волнует? Заткнись. Да ладно, а ты умеешь носить сумку на голове? Ты уродливая. Иди поиграй в какую-нибудь судоку и умри в луже собственной мочи. Тебе не позволено так разговаривать в СМИ. Это радио. Совместно с моим межобаятельным спонсором ZIP. Наши главные герои — это люди, которые вырвали город из лап медиабаронов. И я в прямом смысле гуляю по улицам Либерти-Сити, беру интервью у людей, получив ответы на вопросы. Знаете, пытаюсь выяснить, почему люди хотят жить на свалке, где нет деревьев, кишит преступности и бешеный центр. Извините, сэр, могу ли я на минутку поговорить с вами? Чего ты хочешь? Ну, я хочу, чтобы вы... Эй, я не такой, я не гоблин, нахуй. Эй, слушай, полегче, ладно, ты не в моем вкусе. Я предпочитаю, знаешь, телок в обмороке или мамочек в простяжке. Слушай, чувак, я знаменит. Хочешь быть знаменитым? Ни за что, я не хочу, чтобы папарацци фотографировали меня голым и нюхающим кокс. Прости, братан, уже слишком поздно. Ты только что попал в радиоисторию. И первый гость на Integrity 2.0. Это история, мой друг. Шоу Лазло. Здесь пишем историю СМИ. Как, например, когда они стреляли в президента в том эпизоде из 72... О, я 3 дня бухал, я в дурном настроении, я пытаюсь бороться с терроризмом. Знаешь, почему на ТВ никто не ходит в туалет? О чем ты говоришь? Ты пьяный, что ли, мать твою? Да, немного. Ну послушай, тихо, окей? Я говорю. Пусть ведущий говорит. Люди запомнят это шоу, они запомнят это время, потому что, знаешь, я наконец заново изобретаю радио. Я как Лазло Маркони, понимаешь? Я пробовал блоги, порно, я пробовал Вайнвуд, проституток и пригорши таблеток. Но черт с ними, ты знаешь, теперь я независим. Наконец-то, понимаешь? Потому что я симпатичный парень, у меня есть кубики. Посмотри-ка. Оу, чувак, не показывай мне свой живот, это отвратительно. Эй, а ну-ка вернись, я покажу тебе свои ягодицы. Оставь меня в покое. Ну же, ты творишь историю. Иди нафиг. Ты как Джон Уилкс Буш, только на радио. Да что же это такое с людьми Либерти-Сити? Черт подери, разве они не хотят быть знаменитыми? Простите, мадам, слушайте, вы на радио, в прямом эфире. У вас есть что сказать? Что? Боже мой! Не торопись, дорогуша, это реальность живых развлечений. Ну, типа, когда я надеваю толстый костюм и иду пугать туристов, понимаешь меня? Или то дело, по которому меня судили, ты уже готова? О чем ты говоришь? Нет, все в порядке. Подожди, без проблем. Представь, что ты жеребец, ты собираешься оплодотворить скаковую лошадь. Я вроде как радиоверсия сухаря. Ты идешь, что назвал меня лошадью? Не совсем, но раз ты это упомянула, я просто пользуюсь метафорами из конно-спортивной области, знаешь, потому что я пишу фантастическую поэзию. Боюсь об заклад, ты смотришь на меня и думаешь: вау, какой парень, понимаешь, как мне уговорить эту кобылку пойти на моральный конгресс? Может, этот человек снять видео с лошадью? Знаешь, похоть — это идея, типа как свобода, типа как девушка с фиксаторами на ногах, которая падает с лестницы, типа как темная материя, ну типа стряхивание, когда ты закончил писать в писсуар, но это не очень помогает. Так скажи мне, что здесь в Либерти-Сити у тебя на уме? Боже мой, я на радио. Ты до сих пор этого не поняла? Это микрофон, глупая. Ты на радио.
О, боже мой, ты мудак! Нет, вообще-то я диджей, но я вращаю не диски, я вращаю слова в умах. Давайте подойдем к тому парню, который там сидит и ест на открытом воздухе. Как ты думаешь, в чем проблема этого города? Проблема этого города? Мужик, оглянись вокруг. Посмотри на этих женщин. Посмотри на эти юбки. Посмотри, что они носят. Они носят эти вещи, и они не хотят, чтобы ты их трогал. Вдруг тебя преследуют копы. Вдруг тебя преследуют их бойфренды. Зачем? Вы хотите показать мне часть вашего тела? Я хочу прикоснуться к ним. Дайте мне их потрогать, и я уйду. Я не хочу иметь с тобой детей. Я просто хочу немного потрогать. Это преступление? Ну, на самом деле, вообще-то да. Ты не можешь просто так хватать женщин за ягодицы. А если слегка? Нет. Эй, мы тоже люди, мы часть общества, и все, что мы делаем, мы лишь немного мацаем и отпускаем. Ага, соски, шеи, ягодицы. Хорошо, я понял тебя. Я держу тебя. Хорошо. Микрофон. Я понял тебя. Верит? Хорошо. Послушай, отдай мне микрофон. Стукни. Слушай, я с тобой согласен. То есть, да, мода в этом городе в большой беде. Я, знаешь, женщины, ну иногда, как ты говоришь, такие привлекательные, и ты не можешь помочь, только укусить. Ага. А потом есть и другие женщины, которые носят такие сандалии из зелено-оранжевой резины. Фу, я имею в виду, что сейчас женщины одевают занавески на накидки, из-за которых они... да. Ты понимаешь, о чем Да. я? Мужчины носят женские джинсы. То есть, у тебя проблемы, потому что ты сейчас торчишь в женской клинике, чтобы подцепить девчонку. У тебя проблемы с этим? Что случилось со свободой в этом городе? Понимаешь, о чем я? Мэр закрывает порно-магазины, знаешь, запрещает курение, пытается объявить веселье вне закона. Но ты можешь пойти в кучу мест, приятель. Ты можешь найти кучу мест для поиска женщин. К примеру, школы. Неужели ты не можешь душить своего змея и при этом говорить о Почему и нет? школах? Я не могу позаниматься этим. Чувак, послушай. Школы. Стоп, слушай, чувак. Ладно, кончай уже. Я не хочу. Я просто не хочу. Я просто не Еще хочу. чуть-чуть. Окей. Все. Я хотел это сделать, и я это сделал. Вот так. Болели в моем радиошоу. О, Знаешь, я имею в виду, что я за говорю о день? тех славах жизни. Понимаешь, о чем я? Если ты вспомнишь то время, когда 16-летние пили и слушали металл, а ты курил в барах, попадая в аварию на скоростных магистралях, и говорил: чувак, я потерял правую руку, а твои друзья отвечали: чувак, кого это волнует? Ты можешь барабанить. Понимаешь, о чем я? Это как? Ты думаешь, что сможешь сделать это со своей сестрой? Чувак, заткнись, я тут пытаюсь вести гребаное радиошоу. Знаешь что? Короче говоря, все было намного проще, прежде чем я развелся. Знаешь, на самом деле речь не обо мне, а о вас, людях на улицах. Об этом парне, который натирает свой стручок. В конце концов, о революции. Во всяком случае, это радио 2.0, совместно с ЗИП, потому что никто не нервный, или, может быть, даже глупый настолько, чтобы сотрудничать со СМИ. Ты же знаешь, это медиа-инвестиция номер один нашего времени. Ты выходишь, ты разговариваешь с реальными людьми в Нью-Йорк-Сити, у тебя вроде все пучком, и тогда чертовы придурки из банка Либерти откажут тебе в займе в тот самый день, когда у твоей студии заканчивается арендная плата. Чувак, уже не придумаешь. Кстати, ты знаешь, что можно сделать с пластиковым окном? Я засунул свою руку прямо в маленькую дырочку в этом окне. Ты знаешь, моя жизнь — это аттракцион, и он должен быть на радио, потому что в жизни это похоже на то, будто ты целыми днями ждешь эту поездку под названием «Жизнь». Ты потеешь, ты ненавидишь себя, а потом все заканчивается через 45 секунд, и она смотрит на тебя. Она говорит: знаешь, мне нужно идти. И она вроде как неловко выходит из комнаты. Ты просто хочешь, чтобы разделить постель с кем-то, кого не пугали бы фотографии моей бывшей жены. Я должен отдохнуть. Хорошо, ты вернулся. Это шоу Лазло на Integrity. Integrity — это название станции. Я тут гуляю по улицам Либерти-Сити, делаю живое радиошоу, встречаю настоящих горожан. Городская атмосфера, знаешь, как музыкальный видеоклип. И я в замедленном движении. И девушки танцуют вокруг меня. Извините, молодой человек, не хотите ли вы попасть на радио? Молодой человек? Ты застрял в 70-х. Никто не говорит «молодой человек». Что еще скажешь? Свежий? Да ладно тебе, кореш. Слушай, скажи мне, что интересует детей? Я должен стать ближе к детям. Не в плане интима, это в интернете, но что ты делаешь? Йоу, я занимаюсь доставкой травы. Ну тебе всего 13. Именно так. Меня не посадят. Это сказал мне мой двоюродный брат. Мы работаем в пиццерии. Хочешь курить? Это хорошее дерьмо. У меня есть фиолетовый козел, смех вдовы, черничный кошмар, амстердамская амнезия и немного гидропольной вагины
витамины монахини. Все самое лучшее. Отличная дрянь. Полный вынос мозга. Всего $300. Черт, этот город одно сплошное переоцененное дерьмо. Послушай, мне нужны модные коммерциализм уничтожает весь город, понимаешь? Когда ты можешь подцепить заразу от него на нее, посмотри на звездную развязку. Люди поют друг другу и бьют кулаками, вместо того, чтобы драться с оружием и стрелять в лошадей. Убирайся отсюда. Знаешь, это шоу не будет таким, каким я его представлял. Это радиостанция, пустое место. Я провел последние несколько лет своей жизни в Джин Мартини, увлекшись жесткими судьбами медленных карьерных самоубийств. Город делает тебя злым, заставляет тебя оторвать дураку голову. Кусать людей за щеку, когда те говорят по чертовому мобильнику в поезде. Кусать людей, которые слишком медленно ходят по лестнице в метро. Кусать людей, которые более успешны, чем я. Как будто я радиоактивен. Поэтому я не могу иметь девушку в 2 раза младше меня, как все мои друзья из медиа. Какую-нибудь молодую и безмозглую. Я взял на себя немало рисков. Просто так. Вы знаете, я вернулся. Говорят, ты не можешь подчинить хорошего парня. Вы, сэр, можете подчинить хорошего парня? Конечно, но я не хочу подчинять, дружище. Можешь подчинить меня. Ух ты, спокойно, парень. Я яростный гетеросексуал. Спроси мою бывшую жену. Вот почему они называют меня Джейк Кролик Джонс. Что не так с этим местом? Вы уроды, люди. Эй, мудак, я не урод. Правильно, без разницы. Знаешь, в Либерти-Сити возможно много уродцев, но самый большой урод в городе вернулся. Это я, простите, мэм. Меня зовут Лазло. Я самый большой урод из тех, которые вы видели. Ты издеваешься? Ты не знаешь моего мужа. Он носит мое нижнее белье, когда думает, что у меня нет дома. В этом нет ничего плохого. То есть я тоже носил трусики. Блин, у тебя проблемы, сынок. Эй, это не странно, если тёлка сама просит тебя сделать это. Это круто. Слушай, я вроде разведён. Неудивительно, ты должен быть мужчиной, Лазло. Да? Слушай, ты и твой муж пользуетесь веб-камерой. Знаешь, ты можешь заплатить, чтобы посмотреть, как я танцую в интернете. Я могу голым изображать ветряную мельницу. Брейк-данс? Шутишь? Отстань от меня, пожалуйста, прошу. Отлично. У тебя, наверное, даже нет блога. Может быть, мои усы и сексуально неприличная футболка выводят людей из себя? Я просто пытаюсь вести радиошоу. Но на самом деле в Либерти-Сити есть что-то замечательное. Ты тратишь $200 на винтажную футболку. Ты носишь дизайнерские штаны за $500 и неоновые высокие кеды из ограниченной серии, на которых некоторые подростки рисуют маркером. И ты на пике моды, по крайней мере, так мне все говорят. Эти усы когда-то помогли мне. Ага. Она была маленькой девочкой, глуховатой на одно ухо. Ты даешь ей $10, и на 10-й минуте она твоя в переулке. Эта девушка любила есть гроши. Простите, сэр, я тут веду радиошоу. Это типа социальная сеть, где никого не интересует ни ты, ни твой профиль. Позвольте мне спросить, ваш любимый веб-сайт? Мне нравится топ-3 или топ-1. Все зависит от того, какой чарт тебе интересен. Я не могу оторваться от электросиска.ком. Есть еще один, где вчера вещают подростки. Вирусные видеоролики? Ага, и куча подростков без слуха и голоса поют песенки в спальне. И это похоже на конкурс талантов в средней школе. Но меня не рисует потоковое аудио, потоковые фото. Что-то вроде кашка, две девочки. Ага, но ты можешь пройти через черный ход. Слушай, мне не нужен твой черный ход. Я пытаюсь вести радиошоу. Ладно, ты ведешь радиошоу? Это онлайн-стрим? Это онлайн-стрим? Что интернет серьезно врезается в мою радиокарьеру, потому что я должен сказать вам, MP3, пожалуйста, через несколько лет никто не вспомнит о MP3. Радио возвращается. Окей, ладно, я тебе покажу. Ладно, я тебе покажу. Это Лазло 2.0. Радио не возвращается. Радио не возвращается. Это острое дерьмо. Нет, это не острое дерьмо. Это не острое дерьмо вообще. Чувак, это не так, это радио. Я хочу скачать его. Это радио. Потоковое радио. Послушай, я хочу запустить собственную линию одежды. Можешь помочь мне с сайтом? Виртуальную настоящую? Ага, настоящую. Я хочу продавать рубашки для боулинга, обувь для карате, петушиные носки для тренеров. Сколько памяти у тебя? Сколько памяти в гигах? Я не знаю, мне нужен сайт, на котором ты сможешь покупать вещи Лазло. Сколько у тебя памяти в гигах? Я не знаю, слушай, я тебе скажу, что нужно. Мне нужны вещи, множество моих поклонников. Нет, многие мои поклонники нюхают бензин. Они смотрят профессиональную борьбу. Я тоже так делаю. Они хотят надеть рубашку Лазло и сбивать людей с велосипедов. И ты знаешь, это был рок-н-ролл в Вайс-Сити в 80-х. И я хочу сказать, это был рок-н-ролл. Затем моя карьера полетела под откос.
я застрял в этой фигне и разговариваю с человеком в очках в роговой оправе. А ты никогда не видел влагалища. Я видел много влагалищ, понял? Это... Я поговорю с Я тоже. Леди! Леди! Привет, как дела? Какой у вас URL? В покое. Сколько у вас памяти? Простите, мэм. Что ты хочешь? Я веду радиошоу. Никто не слушает радио. Хватит дурью маяться. У нас есть интернет, в курсе? Теперь оставь меня в покое. Я пытаюсь отправить текстовое сообщение. Текстовые сообщения. Лол. Слушай, я делаю радио 2.0. Радио существовало долгое время. Оно как MP3 в реальном времени. Какая разница, если я не могу по нему отправить смайлики? Оно мне не интересно. Если ты реально напьешься, тогда сможешь докопаться до сути захватывающих жизненных вопросов. Понятно. Так или иначе, старик. Ах ты никогда не почувствуешь всю прелесть 80-х, за исключением того глупого клипа на MTV, в котором конченые комики делают язвительные комментарии. Возможно, я жесток после развода, но я планирую купить спортивные автомобили и понять, как играть в онлайн-игры, и трахать тёлок вроде тебя, и затем подбросить тебя обратно в школу. Знаешь что? Никому не нравится твоя грудь. Ты знаешь это? А когда я был широко известен в 80-х и только начинал свою карьеру на радио, тогда было странное представление о роботах. И один чудак предложил, что однажды диджей заменит роботы, и что машина возьмет музыку под свой контроль и будет держать людей в рабстве, гуляя со своими портативными дьявольскими диджеями. И вот мы в Liberty City, и мир безразличен ко всему. У них есть наушники, но я пытаюсь заставлять людей слушать радио, восстать против роботов, которые их контролируют. Кстати, о роботах. Давайте сделаем небольшой перерыв. Это шоу Лазло на Integrity. Ладно, вы слушаете Лазло 2.0 под названием Integrity, потому что это что-то вроде про меня. Знаете, типа того, как я собираюсь когда-нибудь стать миллионером в синих джинсах, перекинуть гитару через спину свою о борьбе с синими воротничками. Потому что, знаете, это шоу обо всем. Нет, не только о людях с деньгами, типа этого парня. Вот парень из рабочего класса на улице, вроде продавца еды. Эй, парень, сколько стоит хот-дог? У тебя уже есть радиошоу? Да, ты на радио. Расскажи нам о том, как тебе живется здесь, в Либерти-Сити. Сначала разрешите передать привет всем. Хуанита, как ты? Как твои дела? Мой друг Фол, он живет в центре. Привет, мои дела в порядке. Продаю хот-доги. Я хочу передать привет моим детям. Я хочу передать привет всем. Черт возьми, вы размножаетесь, как кролики. Послушай, просто дай мне хот-дог. Также я хочу передать привет своему другу, Пуалито. Я хочу передать привет ребятам из гастронома. Они всегда так добры ко мне. Почему ты, слушай, почему вы так дружелюбны? Кого ты имеешь в виду? Вас, откуда ты? Я из Центральной Америки. Здравствуйте, извини, я в шоке, я не могу понять, что ты говоришь. Ты тупой? Нет, тебе нужно немного поработать над английским. Ты тупой? Знаешь что, дружище, это тебе нужно поработать над английским. Вы ведь команда, верно? Вы ведь команда комедиатов. Нет, мы не команда. Я радиогений, а ты? Я пытаюсь разоблачить ежедневные газеты. Я разоблачаю. Знаешь, насколько твоя жизнь дерьмо, в каком бы пыльном старом городишке ты не был бы, я сказал бы, сынок, когда-нибудь ты будешь дышать автомобильной гарью на углу завтрашней улицы, продавая пищевое отравление знаменитостям вроде Лазло. Эй, парень, ты думаешь, твой отец гордится тобой? Да ладно, дружище. Ну, не знаю, мой отец вообще-то странным образом умалчивает о моем детстве, что многое объясняет. Но слушайте вас, я пытаюсь вернуть людям СМИ на углу улицы, знаешь, по радио, потому что я задумал про тебя. Лазло, вернись к тому, что знаешь. Возвращайся к развлечению людям. И на матрасах для йоги. Что это, 1969? Нет, я не Тебя зовут Лазло? Да. Ты смеешься надо мной, и тебя зовут Лазло? Какое клоунское имя? Какой глупый клоун? Послушай, я не клоун, чувак. Я был здесь. Я здесь не было. Раньше нюхал кокс, ездил на унитазах, я брал взятки. Знаешь, мне платили за неприятные комментарии о людях. И все говорили, что я очень забавный, и что я замечательный парень. И в глубине души разве ты не чувствуешь, что мне секрет? Ага. И ад снова начинает подниматься внутри. И кругом ложь и обман, понимаешь? И ты смотришь на своего лучшего друга. И хотя он парень, что просто интересно. Ага, окей. Если... И ты понимаешь, о чем я?
Но я не выставляю это на показ, как это и положено продавцу хот-догов, правильно? Я знаю, это довольно сложно, когда продавец хот-догов живет в одной из таких крошечных комнат, а еще и с ним 18 человек, чтобы отправить деньги обратно или откуда ты там, блядь. Я понимаю, я из Среднего Запада. Слушай, парень, ты не знаешь мою историю, хорошо? Моя мать растила меня, и моя бабушка воспитала меня. Но каждый день мы просыпались, и у нас не было денег, у нас не было воды. Ой, ты знаешь, что мы использовали вместо воды? Мочу? Я не знаю, что? Слезы. Слезы? Слезы моей семьи. Больше нам приходилось пить, потому что у нас не было денег. И ты доил свою бабушку как корову? Ужас. Ты не понимаешь нашу культуру, дружище. Нет, Ты я не ее. Вы выигрываете все ебучие музыкальные конкурсы, потому что, о, у вас есть страсть. Ну а теперь угадай, что есть у меня. Ты знаешь, что у У нас меня есть? есть кабриолет. Да ради бога, хиппи. Хиппи? Да, хиппи. Чувак, ты настоящий придурок. Что за... О, ты продаешь на улице пищевое отравление? Ты... Слушай, это хорошие хот-доги, ладно? Не-не, слушай, сам заткнись нахер. Чувак, почему бы мне не засунуть твое чертовски глупое лицо в воду для хот-догов, а? Как тебе это понравится? Я немного расскажу тебе американские истории. Для таких людей, как ты. Ау. Головы засунут твое глупое лицо в гребаную воду для хот-догов. Я, блядь, знаменитость на краю, и я смогу делать. У меня есть все. А ну-ка, как тебе сейчас? Нравится Америка, ублюдок? Да, вот так вот. Блин, я снова чувствую себя живым. Как мужчина, который ты просто хватаешь голову другого мужчины и просто пихаешь ее прямо туда, блядь, куда хочешь. Иди. Да! Это будет ему уроком. Я мужчина, мать вашу. Нет, ты мудак. Эй, там внизу труба. Вернись к избиению своей толстой жены. Тебе лучше закрыться, или я спущусь и выбью себя все дерьмо. Эй, знаешь что? Думаю, я пойду оттуда на пару кварталов. Боже, почему уличные торговцы в этом городе такие придурки, дружище? Ладно, это шоу Лазло на Integrity совместно с ЗИТ. Это мой спонсор. К слову об иностранцах. Если мы хотим добраться до низа живота этого города, нам нужно взять такси. Эй, такси! Да, отвезите меня во Франкфурт, Джейд, около Звездного проспекта, пожалуйста. Итак, поездка в такси Либерти-Сити — это серьезное испытание. Знаете ли вы, потому что если люди ездят 18 часов подряд и мочатся в бутылки из-под содовой, знаете ли, потому что они разговаривают с своими друзьями по мобильному телефону, и Джек Бля Астан, или откуда они там, или вкратце, то иммигранты, они делают город живым, они биржевые маклеры, ну вы знаете, люди говорят, Лазло, эти... Ты, Лазло, шутишь? Я помню тебя. Раньше ты был на радио, ты был таким смешным. Ага, спасибо. Да, мужик, я был на Чаттербокс, и я вернулся, я сейчас в прямом эфире. Ты был довольно смешным. А что случилось? А что ты имеешь в виду? Ты превратился в надоедливую мерзость. Все, о чем ты говоришь, со сколькими женщинами переспал, и тебе не скажут, что у тебя были женщины. Пожалуйста, окей. Видишь усы? Множество девушек покаталось на этих усиках. Да, понимаешь? Я имею в виду с момента моего развода. Да никому не интересны твои проблемы. Эй, чувак, это шоу-бизнес, ладно? В наши дни на первом месте реальность, а не развлечение. Потому что, я должен сказать тебе, если ты летал первым классом, то уже не захочешь ехать на автобусе. Вот почему я получил все эти пристрастия. Верни того вегетарианца, это было забавно. Не учи меня делать мое шоу. Фу, я плюю в твою машину. Убирайся, больше не буду возить конченых знаменитостей, мать вашу. Конченых? Чувак, я делаю новое шоу. Увидимся в аду, приятель. Увидимся позже, Лазло. Хорошо, это шоу Лазло. Станция называется Integrity. Я должен сказать, что вас спонсирует ЗИТ. Мы собираемся сделать небольшой перерыв. Это шоу Лазло на Integrity. Итак, Либерти-Сити, тебя ждет сюрприз. Это шоу Лазло здесь, на Integrity. Я на улице. Ты слишком комфортно себя чувствуешь, Либерти-Сити, понимаешь? Как будто ты в танцклубе. Здесь весело с одной из дам. И ты знаешь, где засунул руку в трусики стриптизерши. Я сделал там пару шаров. А знаешь что, детка? Сука вернулась. Но я не сука, я мужчина. Ты знаешь, гуляя по улицам Либерти-Сити, ты постоянно видишь, как какая-нибудь съемочная группа снимает какое-то говняное телешоу или кино. Создает пробки, как здесь. Эта съемочная группа заблокировала всю улицу в Либерти-Сити. За недолгую карьеру в порно я узнал, что лучше в этих съемках буфет. Известно, что означает, что тебе нужен буфет, который следует за тобой, куда бы ты ни отправился. У тебя есть специальный переносной туалет. Если ты слишком толстый, я имею в виду, боже. Итак, давайте просто подойдем к столу. О, потрясающе. Возьми пару сэндвичей. Эй, что ты делаешь? Эй, аккуратнее, неандертальцы. Сам не видишь, что я делаю? Я делаю радиошоу здесь. Прямой эфир, понимаешь? Я здесь для того, чтобы взять
интервью у звезды этого... Это музыкальный клип, тупица. А рядом с тобой стоит солист. Понял? Это и да, изумительно. О, спасибо, дружище. Эй, ты Лазло, не так ли? Я видел тебя за кулисами на шоу Love Fist. Ну да, чувак, я всегда был за кулисами. Оу. Ты миловал с парнем, обслюнявил все его лицо. Воу-воу, полегче, это был не парень, понятно? Она просто выглядела как парень. И кроме того, знаешь, 80-е все парни были похожи на цыпочек. Молодой человек, ты хочешь продать недержанием? Чувак, смотри, произошло недоразумение, окей? Я был очень пьян. Я не думаю, что это так или иначе была моча, потому что у меня был этот пот, знаешь, когда я на обеде или на вечеринке я делаю вид, будто что я пролил на джинсы, и после этого я могу потом вытирать его прямо перед ней. И она думает, будто я пытаюсь стереть пятна. Это потрясающе. Эй, о чем ваше видео? Я наконец-то буду петь что-то осмысленное о дожде. И как твоя душа тоже намокает. Много привкуса. Знаешь, это песня, которую ты можешь петь при своем рождении. Да, прямо перед тем, как уйти совершенно глупо. Звучит гениально. Ага, я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь так пел о дожде. Хорошее настроение для видео. Видишь, на улицах Либерти-Сити полно знаменитостей. Ты можешь столкнуться с ними в любое время. Это такие встречи, которые, знаешь ли, раскрывают Либерти-Сити. Когда человек лежит под дождевой машиной и поет о промокшей душе, и стадо профессиональных чувачей вокруг коробок под яблок. Итак, это шоу Лазло на Integrity. Сделаем небольшой перерыв и сразу же вернемся. Итак, привет всем, вы слушаете Integrity 2.0, и мы вернулись, у нас есть финансирование, мы получили финансирование, мы снова в эфире, и как только я смогу понять технологию, что такое DNS, мы будем вещать во всемирном мире, стримы, по-моему, это называется веб-страницей, верно? Integrity 2.0 поднимает свободу слова на совершенно новый уровень, в интернет, мы будем глобальными люди, как и все вокруг, где люди не любят носить лифчики или обувь. Это великое большое достижение. На этот раз Лазло не будет бездельничать. Я уже бездельничаю. Я обманываю мир. Куда я его доведу? О да, ага. Береги его, детка. Тебе нравится это? Может быть, я потаскаю тебя за волосы? Мир? Может быть, чуть ниже экватора? Что такое? Как тебе такое? Кто твой папочка? Мир? Лазло? Ага, именно так. Я большой взрыв. Я вернулся. Я был карликовой звездой, а теперь я сверхновая, ёпты. Итак, всем привет. Добро пожаловать на Integrity 2.0. После нескольких недель перерыва мы вернулись. У нас теперь есть финансирование, и я хочу сказать, серьезно, один момент. Спасибо, мама. Деньги не в своем 401К. Финансы портят всех в этой стране. Инвестируйте в новые медиа, в меня. И теперь ваши деньги строят империю шоу-бизнеса по одному принципу. Сегодня в Либерти-Сити, завтра вокруг. Я люблю тебя, мама. Это лучшее, что ты когда-либо делала для меня. Я тоже люблю, отчим и Исаак. Я хочу сказать, я серьезно, я люблю тебя. Знаешь, я признаю, я вел себя неадекватно, когда ты вошел в мою жизнь, в нашу семью. Я действительно люблю тебя. Теперь я знаю, что ты хозяин в доме. Я могу принять правила о коммерческом часе. Я собираюсь переехать в новую жилплощадь, как только найду какую-нибудь подходящую. Я уважаю тебя. Я уважаю твои правила. Я высоко ценю наше время вместе. Понятно? Я так сказал. Либерти-Сити, СМИ, это джунгли, блядь. Как, например, трусики гречанки. Знаете ли, я говорю как подросток, переросток, или просто намек бока в массивном спадке, который истощает сок. Это я. Я пятая радиоточка, и я вернулся. Я мужчина средних лет, который был вынужден из-за краха глобальных средств массовой информации вернуться обратно к своей маме и поистине чудесному отчиму, Пульсосу. Извините, я хотел сказать Исааку. Но все же, мое имя похоже на Лазар. Это мое имя. Я восстал из мертвых. Это Лазло 2.0, Integrity 2.0, возможно, даже 3.0. Бит, но не сломлен. Ты не можешь соперничать с титановыми вещами. И это я теперь понял, и поверь мне, я не исключение. Я здесь, чтобы остаться, как государственный долг. Или сифилис. Я не человеческий гнойная боль, которая никогда не пройдет. Я говорю правду о городе. Городу для города, о любых корпоративных спонсоров, которые хотят, чтобы я сказал что-то хорошее про них. Поверьте мне, я открыт для спонсоров. Я сделаю тату с вашим логотипом на свой хер. Мне все равно. Я знаю, что такое брендинг. Я выступаю публично, раздаю всякую фигню. Футболки, собаки, футболки. Я буду раздавать образцы ваших продуктов. Плавленые сырки, сигареты. Я дам их детям. Мне насрать. Я люблю капитализм. Ненавижу налоги. По моему выступлению вы знаете, хорошие расценки. Я смешной парень. Я заставляю людей любить меня. И это значит, что они будут любить ваш продукт. Мое последнее публичное выступление получилось невероятным. Оно было в честь совершеннолетия моей племянницы Джилл. То есть они мне формально не платили, потому что я считаю,
Знаешь, это на самом деле честная система. Неприкосновенность. Вот о чем это шоу. Я делал небольшой стенд-ап. Детишки в шапочках. Они любили меня. Не думаю, что им разрешали смотреть телевизор. Они имеют отношение к моим историям. Действительно. Я рассказал эту потрясающую шутку. Она всех шокировала. Я хочу сказать, это было смело, но это было правдой. В семье моего отчима полно влияния. Наше генеалогическое древо — один сплошной сериал. Больше братьев между родственниками, куча деревенских коньяков. И ты вышел замуж за эту семью. Мама, знаешь, папа не такой уж плохой, он пьет мало. Я пью каждый день. А Мартин, мой брат, ты Иуда и неудачник. Быть богатым телепродюсером уже не круто. На дворе были 2000-е, братан. Никто не смотрит телевизор. Мы все воруем в интернете. Вот почему я собираюсь стать новым видеоблогером. Забавляться с этим городом, как грязный старикашка в подростковом чате. То самое удивительное чувство, когда у твоего дома. Это будет весело. Мы в прямом эфире с улицы Либерти-Сити общаемся с настоящими гражданами, с выдыхающимся уличным льдом, с обездоленными человеками, с одноногими людьми в инвалидных колясках, с городскими персонажами, с вонючими бездомными. Черт возьми, пацан, ты только болтаешь и болтаешь. Никогда ничего не говоришь. Ты обещал заплатить мне чертовы деньги. Я играл на этом чертовом саксофоне, гуляя с твоей задницей 3 квартала. Да, ты ходил со мной 3 квартала, потому что мне нужна славная музыка, дебил. И когда саксофон говорит «улица», он имеет в виду «я одинок, я смел, сирена на заднем плане идет дождь». Меня только что тошнило на себя. Играть ли мне джаз или сидеть на обоссанном матрасе и плакать? Подвяжи мне руку, введи немного Герыча. Сука, ты чё, блядь, несешь? Ты сказал, что заплатишь мне $2 блядских. У меня нет мелочи. Все, что у меня есть, это 5. Разве у тебя нет мелочи? Вот ты это делаешь. Мужик, иди ты нахуй. Мне надо зарабатывать себе на жизнь, приятель. Я тоже, бля. Слушай, я дам тебе 5. Просто пой ту песню, которую я тебе сказал в начале шоу. Понял? Я ее забыл. Ну тогда подсказка. Кто твоя любимая радиознаменитость? Мартин серьезный. Мартин серьезный? Нихуя себе! Я Лазло, мать твою, запомни это. Оу, да, точняк, правильно. Мне нравится твое шоу. Я люблю его, Лесли. Шоу Интим. Лесли? Лазло, Integrity. Они с Интим. Да, они предлагали мне этот концерт. Но даже я не буду отпускать до такого низкого уровня. Шоу о сексуальности пар. Звонки от извращенцев. Как они тепло в постели, когда она фригидна, как эскимос. Давайте поговорим о супружеских помощниках. Я хочу сказать, дайте мне передышку, люди. Никто не хочет слушать о сексе по радио. Пожалуйста, пошли, Кларенс. Я Теодор. Чушь собачья. Всех саксофонистов зовут Кларенс или Уолтер. Знаешь, для музыканта ты определенно капризен. Чего ты сказал? Я имел в виду бездомно. Я не расист. Посмотрим правде в глаза. Дамы и господа, честные жители Либерти-Сити. Возможно, я споткнулся на жизненном пути. Споткнулся. Постоял немного на коленях. Но я мужчина. Тигр. Я Лазло. А тигру нужны детеныши. Она была стажером. Это был рок-н-ролл. Чего ты ждал? Знаешь, я действительно думал, что моя жена была более утонченной натурой. Но нет. Что она сделала после того, как узнала? Она сбежала с моим лучшим другом. Стерва. Смешно? Ты не приручила меня. И ты не смогла бы приручить меня. Ты приручила его. Ладно, я видел ваши фотографии с кругосветного отдыха, ребята, в интернете. Ох, я уверен, там было очень весело. Конечно, он сейчас улыбается. Знаешь, у меня хер больше, чем у него. Поверь мне. Я король виски, но когда я трезв, я блядский тигр. Это факт. Факт. Кроме того, я знаю, что у меня больше, потому что я измерил, когда он спал. Серьезно, с таким размером я бы не стал выкладывать в интернет фото всего, что я вижу. Не говоря уже о том, чтобы заливать красиво обработанные фотки своего выше среднего мяча на сайте с подписью «Что вы думаете, дамы?» И вместо, что писать не то, что я когда-либо делал так. Нет, я серьезно. А что вы хотели? Посмотрите на меня. Женщины не могут справиться со мной. У меня есть все 3 хромосомы. X, Y, Z. Все. Я самец. Ты, горячий молодой бегун трустой, на твоем привлекательном лбу обозначился свой сексуальный фото. Хочешь перестать с звезды прямо сейчас? Отъеб весь хер ползучий. Это называется бег, а не бег трустой. Бег трустой для мужиков вроде тебя, которые все еще застряли в 80-х. Может быть, если ты немного пробежишься, у тебя тоже не будет титик. Титьки? Титьки — это грудные мышцы. Это сиськи.
Грудные pecs. мышцы. Я I не can могу bench сделать press жим 80 лежа pounds. 80 пунктов. Smell my Понюхай мои феромоны. pheromones. I Я don't даже even не use пользуюсь deodorant. дезодорантом. Natural. Натуральный запах. Oh, you may Ты think можешь you have a подумать, что great у тебя rep, отличная but стойка. gravity Но в конце always wins концов in the побеждает end. гравитация. Those puppies, Эти they'll щенки turn скоро into big превратятся в old больших dogs soon старых enough. собак. That's the Вот great это thing about замечательно. getting С older возрастом is сиськи chicks' телок boobs провисают, sag, а наши but our шланги становятся schlongs just больше. get bigger. She Вероятно, probably just она wants просто me to хочет, чтобы chase я her. преследовал ее. Women love the Женщины chase, любят boy, погоню, like a как tiger тигр chases a преследует газель. gazelle. Знаешь, And I'm в really into this настоящий момент nature мне motif действительно at the интересен moment. этот Maybe I should get природный a satin мотив. jacket with a tiger on the Мне back so нужно that надеть the ladies know exactly who they're пиджак с dealing тигром на with. спине, Like чтобы дамы tigers, точно знали, I'm с an кем они endangered имеют дело. species, you know? And I Понимаешь, would как и chase her тигры. if it Я weren't for под you, угрозой last исчезновения. fans, Я бы because I преследовал ее, know если you бы deserve не more вы, than фанаты me лав. running Потому after что я some знаю, ass, вы running заслуживаете after большего, some чем я, jogger in the бегая за park, какой-то which I задницей, know I could бегая за bang. бегуном в парке, I know. которого я могу трахнуть. I mean, Я you want знаю, a то radio есть вы show, хотите not to hear me радиошоу, bang. а не слушать, как I я know you трахаюсь. need more Я than just знаю, the вам нужно больше, wild чем beast просто дикая philosophy of a звериная rhino let философия loose on носорога, the great выпущенного plains на of Middle великие Park, равнины Среднего парка, impregnating оплодотворяющего she-rhinos, носорогов conquering девочек, the world, покоривших a мир, massive массивный horde. рок. I really need to spread my scent a little Мне right реально now. нужно немного And by that, распространить I свой mean, запах прямо сейчас. hey, И я имею в виду, Jesus. помочите. Been standing out here for Я ages. стою здесь уже It is целую вечность. impossible, Это let me просто tell you out невозможно. there Позвольте in мне вам Radio сказать Land, по it is радиолинии. impossible to В этом find a городе place to невозможно pee in this найти место city, пописать. and the fascist И фашистские shops магазины won't не let you use разрешают the вам пользоваться bathroom туалетами, unless если вы you ничего не buy купите. something. Вот почему Which я is люблю делать why так, I как like to делают do as the настоящие true местные locals жители. do Не просто and мочить just на piss улице, in the street, на этой клумбе, like in this смотри. flower bed. Watch this. Остановитесь, ты со своим членом, ё-моё. It's Все okay, нормально, I'm я just просто что-то demonstrating показываю something for для the радио. radio. Дерьмо, давайте сделаем небольшую паузу. А ну-ка вернись. Хорошо, Alright, мы we are вернулись. back. Почти Radio живое broadcast радиовещание almost с live улицы from the Либерти streets of Liberty Сити. City. Это твой This город, is your представленный city, brought тебе to you только на only on Integrity Integrity 2.0. 2.0. Станция The действительно station принесла has новый really смысл brought в a new неприкосновенность. meaning to Она принесла integrity. новый It's смысл brought a для new СМИ. meaning to Я media. беру You know, I ценности take the новых values of медиа new и media and I bring them to old media. Это You know, it's яростное raging эго, ego, некачественный substandard контент и content, and душераздирающая heartbreaking глупость. inanity. Я I'm просто just шучу. kidding. Речь This is идет о about передовой cutting-edge свободе free слова. speech, a Дух spirit of инноваций и innovation, переключения adventure, оплачивается paid нашим for спонсором, by our о sponsor, котором which я I должен should упомянуть. mention. This Этот episode of эпизод Integrity brought to you Integrity courtesy любезно of предоставлен Isaac вам Hammerstein and ритуальными Daughters услугами Funeral Исаака Services, Хаммерстайна burying your и dead to дочерей, their final resting достойно place похоронивших with наших dignity. мертвецов So в much dignity последние that at a месяцы для funeral, отдыха. while На I'm похоронах fucking столько crying my eyes достоинства, out, что you я, pick up a пока dead я, man's sister, мать твою, even though she isn't плачу, properly перед divorced from my dad и yet. оприходую My сестру mom is dating покойника, some хотя она еще не dude разведена с who моим touches отцом. corpses Моя all мама day. встречается с Like, can you чуваком, imagine который that? целыми днями I just трогает get creeped трупы. out Вы touching можете his себе это представить? leathery old У меня мурашки только от formaldehyde касания hand. его жестокой старой Everything around the house is these физической руки. yellow stains По on it. всему дому And эти everything's about желтые death. пятна, и I'm все about кричат о life. смерти, а я о жизни. Not like, То есть не как like a protester, because I've done the other потому thing a что few я times, несколько but раз делал I другие mean, вещи. Но we вы had должны... to. She was young. Она была молода, но If послушайте. your loved one Если passes вас away, близкий which they уходит из always жизни, do, что он всегда usually at a делает? really Обычно в самый inconvenient неподходящий time, момент. like when I'm Например, когда я snowboarding катаюсь or на too stoned to сноуборде, drive, или слишком get мертвецки them пьян, buried by чтобы рулить. Isaac Пусть Hammerstein and его Daughters похоронят. Funeral Services, Ритуальные услуги bringing Исаака dignity Хаммерстайна to a и difficult дочерей time at приносят new благородство recession в трудное prices. время. And maybe По then ценам. old И, возможно, Isaac тогда can старый join your Исаак family. присоединится к вашей семье. I'm just joking. I Я love всего you, лишь you шучу. old goat. Я люблю тебя, Seriously, when I старый козел. die, I Серьезно, want когда nothing я more умру, than я хочу, your чтобы ты hand up положил my руку ass and на your мой зад, straw sucking the высосал мозг brain из out of my моего черепа skull and через соломинку replacing и my заменил bodily жидкости fluids моего with toxic организма chemicals so a bunch of химикатами. assholes И таким can sit образом around and куча pretend to сволочей cry сможет like they сидеть и делать cared вид, about me. будто Nobody бы плачут cares обо about мне. me. Всем наплевать на меня. Как As вы you can можете see, видеть, спонсоры, sponsors, реклама на advertising on Integrity Integrity 2.0 это 2.0 персональный is a сервис, personal который я service that I оказываю вам bring и you вашей and your целевой target аудитории demographic, вместе, you know, в гармоничном together ключе, in a как в записи harmonious 70-х, way, где like все in a подают 70s кайфом, record where где все everybody's под кайфом. high. Ага. I Я make делаю these эти reads чтения personal. персональными. I'm Я cutting прорезаю through the маркетинговую marketing ерунду. nonsense. Кстати, о Speaking of ерунде. nonsense, Integrity Integrity 2.0
расширяется. Мы становимся командой. Вот так. Integrity 2.0 захватывает мир. Именно так сейчас все складывается. Раньше ты ходил в Клакенбелл, и это было здорово, потому что ты хотел съесть ведро курицы, а потом пойти домой и поплакать. И потом ты говоришь, если бы Клакенбелл и Бургершот были бы в одном месте, я бы мог наслаждаться не одновременно. А затем, что если бы все рестораны быстрого питания были бы как настоящие гуру? Как если бы мир был гигантским фудкартом. Мы делаем гигантский радиофудкарт. А на парковке мужчина похитил вашу дочь. Вот такая жизнь на открытой дороге. Я знаю, моя сестра исчезла таким образом. И я тут ни при чем. Зачем мне убивать твою сестру? Но в любом случае мы собираем команду высококвалифицированных, хорошо оплачиваемых стажеров. Оплата не наличными, а выдержкой, опытом, степенью в университете Лазло. Это звучит как потрясающая футболка.
And without further pomp and circumstance, let me introduce you to the show's new intern, assistant to the producer, Jorge. Я называю его мальчик Джорджи. Jorge. Georgie Boy is what liberals call an undocumented worker. But he's my little buddy. Aren't you my little buddy? Хорхе, стажер, я хочу спросить тебя, если ты умрешь от солнечного удара, ожидая работы, где бы ты хотел упокоить свое тело? Сальвадор. Правильно. Сальвадор в переводе с испанского означает «спаситель». И кто это наш спаситель? Ритуальные Исаака Хаммерстайна и дочерей. Верно. Они спасают это шоу и мою карьеру. Так что давай, мальчик Джорджи. Хорхе. Правильно. Какая разница? Мне нужно, чтобы стажер дал мне идеи, окей? Мне смешно. Я смешной. Я получаю все заслуги. Ты получаешь ценный урок в университете Лазло. Правильно. Скажи, где ты раньше работал? В Никарагуа. Никарагуа — это компания, которая продает никотиновую воду. Посмотрим, сможешь ли ты заставить спонсировать шоу, чувак. Я вызываю привыкание. Я бы не отказался выпить воды с никотином. Итак, Integrity 2.0 — это больше, чем просто радиошоу. Мы радиошоу, которое ходим по улицам в университете, чувствуем пульс, на всякий случай. Вдруг он умер. Знаете ли, когда иногда бывает девушка, которая слишком много выпила, и это не изнасилование. Ты ласкаешь бедро, тебя шлепают, ты суешь палец. Это реальное радио. То есть для любого успешного радиошоу нужен напарник. Итак, пока я курю сигарету под этим декоративным завесом, Хорхе там собирает потенциальных напарников для интервью. Мистер Лазло, я нашел тебе напарника. Ой, боже, это один из активистов. Сейчас они в каждом крупном городе. Они останавливаются на тротуаре, они заставляют их чувствовать себя. Да ладно, разве интернет свободной секунды поговорить о правах геев? Секунды? Хорошо, всего секунду. Иногда это может означать 5 минут, если я пьян. Знаешь, никто не смотрит. Мы хотим подать петицию, чтобы геи могли жениться. Лесбиянки? Лесбы? Жениться? Правильно, это полностью разрушает фантазию. Женатые люди отвратительны в сексуальном плане. Все, что они делают, это говорят о сайдинге. И прочей фигне. Когда я привел еще одну женщину, он разрушил мой первый брак, потому что я сказал: «Эй, время для трех ходовки». А она типа: «А как насчет двух ходовки и лысый пирожок?» А затем она рассказывается. Она пошла мой счет в банке. А женщина, которую я привел домой, которую я не знал, которую я не знал, она была тяжело больна, она судится со мной, блядь. Лесбо. Извините, Джорджи только начинает изучать язык. Джорджи, эта девочка не любит мальчиков, понимаешь, о чем я? Нет? А, да, он любит только девочек. Много. Лизать. Ты понял? Лизать. Что ты ему сказал? Я сказал ему, что мне больше нравится мороженое. Он очень жутко смотрит на меня и показывает язык между пальцами. Ты должна понять, эти люди весьма неравнодушны к мороженому. У него в Перу очень жарко. Там мороженое тает так быстро, что тебе приходится слизывать его с пальцев. Поэтому падает прямо в стаканчик. И часто ты видишь свои пальцы в форме буквы «V». Он перуанец. Гондурас. Именно так я и сказал Джорджи. Давай прогуляемся. Боже, какой замечательный город. Замечательный город для прогулки. Он принимает тебя и крепко держит. Джорджи, у меня есть идея. Иди впереди меня. Очищай путь. Сделай доброе дело. Знаешь что, возьми эту камеру. И когда я иду, фотографируй меня. Будто бы ты папарацци. Почаще называй мое имя. Сделай мне одолжение, ладно? Итак, вперед. Лазло, вот, здесь Лазло. Совершенно верно. Извините, простите меня, леди. Папарацци всегда преследуют меня в бассейне, фотографируя меня в купальнике. В интернете постоянно. Боже, они сфотографировали меня в туалете. Лазло, ты знаменит, как звезда реалити-шоу. Лазло здесь. О, боже мой, это Лазло. Ну ты знаешь, Лазло, это тот бездарный хуй из 80-х годов. Лысый коротышка, что за гомик? Смешно, Лазло гомик. Нет, Джорджи, не смешно. Это оскорбительно и нехорошо. Гомик. Нет, не гомик. Отлично. Посмотри, что ты наделал. Ты научил его новому слову. Ему сейчас вышел из строительного гипермаркета. Джорджи, а что это у нас? Это один из тех музыкантов, которые играют на ведрах и кастрюлях и тому подобном. На чем они спят в трущобах? Бедные люди не могут позволить себе набор ударов. Джорджи, эй, йоу, брат, хороший ритм. Ты стоишь на моем подносе для пожертвований. О, вот дерьмо, чувак. Черт!
Черт, извини, парень, я не специально. Бля, ты рассыпался мои деньги. Наверное, это жизненный урок. Я только что перераспределил твои богатства среди всех этих людей. Эй, это его деньги, мудак. Ради них он бьет в гребаный горшок. Чувак, это мелочь по сравнению с тем, что ты мог бы заработать в моей группе. У ночных ток-шоу есть своя собственная группа. Чувак, ты можешь быть группой. Оркестр шоу Лазло на Integrity 2.0. А так... Не нужно платить тебе. Чё за нахер? Остынь, кореш. Парень, не будем заискивать. Обрети свою невинность в ритм. Ритм улиц, ритм ночи. Ой, эй, подожди, что ты делаешь? Эй, ау, убери это чертово ведро. Я не барабан, ублюдок. Ау, блядь, давай сделаем рекламную паузу. Нам нужно передохнуть немного. Ау. Хорошо, мы снова на Integrity. Знаешь, сколько людей приезжает в этот город? Это центр событий, чтобы прочувствовать этот город на самом деле. Ты должен познакомиться с местными жителями. И туристические районы, крутыми районами, а не гетто с ресторанами, о которых ты даже никогда не слышал. Ты идешь по звездному проспекту и видишь, как художник-карикатурист по имени Лэнг Ли или Ким Хон, или которого на роли пишет портреты людей. В этот самый момент я получаю свою картину. Попозже запишу свои потом я собираюсь взять Джорджи, кстати, счастье, да, поэтому мы можем напомнить ему, что некоторые люди вообще-то играют по правилам. Но мы с Джорджи не играем по правилам, не так ли? Нет. Мы радиоразбойники, не так ли? Да. Разбойники. И ты едешь, а я высовываюсь из пассажирского окна. Бах, бах, бах. Стреляю в копов и попадаю в одно колесо. И они переворачиваются. И все они выползают. И одному из них больно, как в кино. Мы разбойники радио, потому что я могу заставить вас смеяться, а Джорджи умеет работать без копов. Пошел ты, Лазло. Слушай, я шеф, я босс, я здесь учу тебя. Я профессор радио в университете Лазло. Джорджи, скажи мне, как тебе моя картина? Она передает мою задумчивость и романтичный настрой. Посадочная площадка для вертолета? Что? Вертолетная посадочная площадка? Что за хрень? Дай взглянуть. Эй, уличный мальчишка. Нет, хорошая картина. Хорошая картина, ёб твою мать. Я сказал тебе, не сосредотачивайся на волосах, а ты нарисовал большую лысину. Сосредоточься на хвосте пони, как на гривне жеребца. Девушка любит кататься на лошадях, часто голышом. Им нравится парень с длинными локонами, из-за которых они выглядят так, как будто бы играет на басах. Что это за лысина для вертолета? Заткнись уже, заткнись, или я вызову вертолет, чтобы он забрал тебя домой, Джорджи. Слушай, я не буду платить за эту картину, сэр. Я сказал, нарисуй мне более пышные волосы на голове. Красивые, тонкие кости, бородку, чтобы угодить дамам, когда я спускаюсь к югу от Эквадора. Ты понимаешь меня, Джорджи? Да. К югу от ебучего Эквадора. Я король лев, да. Ну, то есть не с тобой, Джорджи, а с девушками. С девушками, верно, Джорджи? Ты меня вообще слышишь? Девушки, да. Да, гей, правда, Джорджи? Нет. Нет. Вот что я хотел увидеть на этой картине. Посмотри на это. Ты нарисовал мне сиськи. Так я вижу, у тебя мужские титьки. Ах, черт бы подрал тебя и твой дрянный рисунок. Я его порву. Ты заплатишь за это, лысый мерзавец. А ну-ка вернись. Давай сделаем небольшой перерыв. Пошли, Джорджи. Это шоу Лазло. Оно называется Integrity 2.0 совместно с ритуальными услугами и Стайна и дочерей. Это моя новая станция, мой новый спонсор. Это все я. Как же это здорово. Я не эгоист. Вот к чему призвал этот город. Радио разорилось. Окей, все форматы закрываются. Остаются только разговоры о спорте и испаноязычные станции. Кто будет слушать испаноязычные станции? Я хочу. Вот именно. Я не могу понять ни слова, о чем они говорят. И каждое второе слово гол. Слушай, Джорджи, куда мы теперь пойдем? Танцклуб! Прелестные милые дамы! Именно так. Мы имеем много милых дам в Америке. Я пообещал, что возьму тебя посмотреть ночную жизнь Либерти-Сити, чтобы радиофанаты узнали, где они могут развеяться. Клубы действительно определяют этот город. Они бесполезны, они переоценены. Итак, мы со стажером Джорджи стоим у этого прыгающего ночного клуба. Оу, я должен сказать, этот сегмент записывается вживую. Он не транслируется в прямом эфире. Эта технология стоит целое состояние. Для всех людей, которые в один прекрасный день послушают мое выступление в интернете, когда я танцую революционное радио, чтобы мои обсуждения могли благословить народ в Уганде. На помощь. Какое-то американское радио развлекает их. Они сидят в пыли. Срань господня. Я хотел вам сказать, в Либерти-Сити лучшие клубы, и даже у меня проблемы со входом во многие из них. Я просто шучу. Я могу попасть куда угодно. Я король этого города. У меня есть доступ, понимаете? Люди узнают это лицо. В Олберне есть одно замечательное место.
где они заплатили мне, чтобы я прошел. И я бросил футболки людям в толпе и фоткался с загорелыми девушками. А одна девушка даже позволила мне пощупать ее имплантанты. Это было эпично. Это было нечто другое. Это была какая-то вечеринка. Страховая компания, что ли. Это было потрясающе. В любом случае, это место, где мы сейчас находимся, называется Мезонет 9. Привет, извините, это пресса, это радиошоу, это Integrity 2.0, мое радиошоу. Мое имя должно быть в списке. Лазло, мой ассистент звонил вам. Я не вижу тебя в списке. Спокойной ночи. Ребята, поезжайте в Багама Мамас. Это ваше место, я вас уверяю. Ага, спасибо, спасибо. Слушай, бро, вам нужны несколько знаменитостей, и одна из них стоит прямо перед тобой. Мне жаль, после того раза. Знаешь, если я был бы не на работе, у тебя были бы большие проблемы прямо сейчас, чувак. Я сломаю тебе шею, большой кусок дерьма. Оу, у тебя размеры, но у меня скорость. Я знаю боевые искусства, верно, Джорджи? Да. Вот так вот, Джорджи, видел, как я совершил безумное движение, типа кунг-фу, типа прыжок в воздух, и все в замедлении. О как! Замедление. Вот так вот, замедление, сучки. Ебался нахер отсюда. О, блядь, пошли, Джорджи. Я не собираюсь стоять здесь и слушать, как надо мной смеется куриц. Смотрите все, это Лазло, Лазло, это Лазло. Лазло не может попасть внутрь, Лазло не пускает. Заткнись, маленький говнюк, я тебя депортирую. Я не противный американец, но я тебя депортирую. Ты мудак, Лазло. Нет, я не мудак, я эстрадный артист. Это большая разница. Во всяком случае, это место уже все. Пойдем в Багама Мамас, мужик. Они любят меня, но в прошлый раз, когда я там был, это было своеобразное заведение джентльменов, но не то, чтобы Лазло когда-нибудь должен был заплатить за это. Лазло заплатил за это. Нет, Лазло никогда не платил за это. Девушки дают это мне бесплатно, а в клубе у меня все время свободный вход. В любом случае, где этот клуб? Я не знаю. Чё? Я не знаю. Не говорит что. Скажи что-нибудь. Чувак, твой английский ужасен. Мне очень неловко. А что вас еще смущает? Плохое бальзамирование? Американцы, если вы умираете, Исаак Хаммерстайн и дочери, полные достойны, жесткие старые руки, которые касаются твоей матери. И они спонсируют это шоу. И поверьте мне, когда они говорят дочери, они это делают для того, чтобы вы знали, что они не домашние животные. Серьезно, если твоя мама снова выходит замуж, ты надеешься на сексуальных сводных сестер. Знаешь, что-то интересное, одинокое, ну что-то в этом роде. У Исаака Хаммерстайна есть парочка антилоп, гну на руках, то есть слово уродливое недостаточно. Нужно придумать нужное слово, чтобы описать их, что означало бы настолько уродливые, что вызывает землетрясение и зеркала трескаются. И одна из них, боже, она боится попросить меня прекратить трогать ее. Надо выстрелить еще. Ей повезло, просто пытаясь сделать ей одолжение. Укрепиться на ее доверие. Ты должен повысить доверие полных девушек. Понимаешь? Захват маленькой задницы. Ты играешь в маленького доктора, как со своей сестрой. И что она делает? Она называет меня растлителем. Как можно приставать к чему-то нечеловеческому? Это не приставание, если они уродливы. Поверь мне, я делаю это годами, и это не считается, если они не люди. Это называется наука, люди. Наука. Это экзамен. Приставание — это когда они люди и могут жаловаться. Им не нравится арахисовое масло на их члене. Хотя они бы не жаловались, если бы это могли бы. Эй, мы любим это. Они выглядят так, ну ты знаешь, как я иногда в спа-салоне. Даже когда тебя массирует парень, если ты не понимаешь, о чем я. Не говори, что это только у меня так. Где это место? Мы гуляем целую вечность, Джорджи. Я знаю, что это где-то здесь. Друг, этот город ночью ужасен. Пьяницы, бездомные, ни одного нормального человека. Что мы будем делать? Не могу поверить, что не могу найти это место. Вот что пригороды делают с тобой. Раньше я знал центр Либерти-Сити как свой собственный пенис. Каждую магистраль и аллею. Теперь я даже не уверен, где, черт побери. Извини, мистер, не подскажете, где здесь хороший клуб? Для таких, как вы, ребята. Нет, для моей матери. Да, конечно, для кого-то вроде меня. Не для нас. Не обращай на него внимания. Он всего лишь мой стажер. Ну ладно, все равно. Ага, есть место внизу квартала слева. Этот клуб вам очень понравится. Он называется Геркулес. Похоже на мое место. Они, должно быть, называли его Геркулес, потому что оно для людей богов. У меня красивый набор. Я загорелый, мужественный. Круто. Спасибо большое. Пошли, Джорджи. Пойдем найдем себе ночную жизнь. Дружище, не могу дождаться момента встречи какой-нибудь горячей почки. Поточить на нее. Ничто не сравнится с натиранием паха перед совершенно незнакомым человеком, что заставит тебя действительно полюбить жизнь. Геркулес, мужик. Геркулес. Не слышал об этом клубе. Мне нравится греческая тема. Люблю ее. Я люблю гироскопы и невысоких пилот. Будет взрыв. Мне даже нравится большой нос. Джорджи, я думаю, что сегодня нам наконец-то повезет. Знаешь, ну это должно быть то самое место. Судя по очереди, все цыпочки уже внутри. Возможно, они написали бесплатный вход для женщин до 10 вечера, чтобы реально отсеять неряшливых потаскушек. Понимаешь? Несколько хороших напитков, и ты узнаешь,
знает, что она дрочит в ванной. Мои девочки, ночные дамы-бродяги, которые сдаются ради бесплатных снимков. Я люблю их, я люблю потаскушек. Знаешь что? Тебе в самом деле следовало бы увидеть потаскушек 80-х, Джорджи. Они были феноменальны. Хорошо, Джорджи, пойдем и снова подцепим Гербис. Это было Integrity 2.0. Мы вещаем в Либерти-Сити. Я буду держать вас в курсе. Ребята, это Лазло, это толстяк, это Лазло. И он хочет заняться сексом с тремя мужчинами одновременно. Выбирайте, давайте посмотрим, кому интересно. Совершенно верно. Я знаменитость. Большое спасибо. Сегодня я здесь. Вау, все внезапно заинтересовались мной.